Всем привет! Сегодня к нам поступил автомобиль Mitsubishi Lancer X 2 литра на вариаторе. Проблема такая: писк ремня генератора. Будем диагностировать, искать проблему. Пищит не сильно, пищит только на холодно. Легко подсвиркивает. Более вероятно, что это подшипники на генераторе. Сейчас будем диагностировать, выслушивать и устранять проблему. Снимаем сейчас генератор на Mitsubishi. Снимаем декоративную крышку, откручиваем насос гидроусилителя с кронштейном. Снимем ремешочек и доберемся до генератора. Так, открутили насос. И все-таки нам, чтобы снять вот этот кронштейн, у нас там стоит под коллектором 2 болта. Снимаем полностью впускной коллектор. Заодно снимем коллектор и для профилактики помоем бензиновые форсунки. Сняли мы генератор. В общем, вот у нас надо снимать впускной коллектор для этого. Форсунки, насос. Кронштейн все-таки нам вот это мешает, но снимать его смысла нету, это будет очень долго. Получилось так достать. Вот тут такая у нас получается картина. Сейчас кинем на стенд форсунки, помоем пока генератор находится у наших подрядчиков. Потом будем устанавливать на место. Устанавливаем форсунки на стенд. Сейчас будем промывать и устанавливать обратно. Вот забрали у подрядчиков генератор с ремонта, поменяли шкив, подшипники и щетки. Сейчас будем собирать все в обратном порядке. Помыли мы форсунки. Сопла чистые. Все, сейчас устанавливаем их на место. Коллектор у нас тоже практически собраны. Сейчас ставим форсунки на место. Ставим здесь. Вот у нас насос гидроусилителя. Устанавливаем ремешок. Ну и практически закончили. Так, ну вот мы наконец-то собрали все полностью. Генератор. Вон видно новый шкив. Все, ремешок стоит, все полностью собрано. Что, сейчас будем заводить автомобиль. Присаживаемся за руль.
Единственное, может с первого раза не завестись, так как топливная система пустая. Включаем зажигание. Сейчас чуть-чуть подождем. Мы снимали клемму. Так, выключаем зажигание. У нас дроссельная заслонка сейчас адаптируется сама. Она у нас открылась, закрылась. И теперь включаем зажигание и заводим. Так, первый раз не получилось. Так, машинка у нас работает. Все, машинка работает ровно. И по поводу писка ремня звука нету. Проявлялся он на холодную. Сейчас его нету. Получается, мы победили. Глушим машинку. Все, закончили. Итак, ребята, что у нас получается? Писк мы побороли, звука у нас нету. И история какая? Человек нам обратился по поводу писка, но до нас он обращался на другое СТО, где ему поменяли приводные ролики, натяжной ролик, ремень приводной, все полностью. Звук так и не ушел. И самое смешное, ребята это поменяли, звук не ушел, сказали, ну можно на ремешок пшикать ВДшечка и звук пропадает. В принципе это нормально. Сказали, скорее всего, бракованный ремень. Ну, бывает. И попутно что мы сделали? Попутно, естественно, для профилактики помыли мы форсуночки. И в принципе все. На сегодня мы закончили. Ставьте лайки, пишите комментарии. Видео, правда, у нас сегодня получилось коротенькое. Трошки не было времени снимать, не успевали. Ну, так получилось. В следующий раз постараемся поподробнее все рассказать, показать. Ну, на сегодня так. Все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока, хорошего настроения.